Эрик вышел в море у ледника Снежной горы. Он нашел страну, которую искал, и подошел к земле у ледника, который он назвал Средним. Оттуда он поплыл на юг вдоль берега, чтобы разведать, можно ли там селиться. Он назвал страну, которую открыл, Гренландией, ибо считал, что людям скорее захочется поехать в страну, если у нее будет хорошее название. Привет, меня зовут Андрей Ефимов, и сейчас мы вместе с командой в Гренландии на съемках нового проекта TimeLab. Здесь практически нет автомобильных дорог, поэтому мы решили арендовать парусник и на 2 недели отправиться в путешествие по юго-западному берегу острова. В этом фильме мы хотим подробно рассказать, как была организована наша экспедиция, как проходят съемки и показать жизнь на лодке. Ближайший час будет пропитан морозным арктическим ветром и духом морского приключения. Погнали! Гренландские ледники – исчезающая натура. За последние 40 лет они потеряли более трети своего объема. Сейчас ледники тают в 5 раз быстрее, чем 20 лет назад, и эта скорость только возрастает. Здесь происходят важнейшие и наиболее наглядные процессы изменения климата. А значит, одна из наших задач – задокументировать фактуру, которая вскоре может исчезнуть полностью. Проект снимали на новую, еще не вышедшую версию Inspire, самого популярного профессионального дрона. И парусная экспедиция в Арктике стала отличным поводом для оценки его потенциала. Долгие месяцы мы готовились в путь, не зная отдыха ни днем, ни ночью. Снаряжение полярной экспедиции требовало неусыпного внимания к приготовлениям, сообразительности, расчетливости и долгого упорного труда. Наконец, наступил долгожданный день. Неведомая даль, в которую мы отправлялись, столько же влекла нас, сколько и пугала. Теперь же мы точно в Иллюлиссате. Где-то 3,5 часа летели. Самолетик очень маленький, жестко вибрировал, жестко шумел. В ушах звенит, просто невозможно. Но мы в Гренландии. Как долетели? Рассказывай. Не выспались только. Ужасно. Вова, как долетел? Это просто космос. В ушах звенит. И самое, смотри, мы только приехали, и тут уже начинается true life. Нас встретил сразу капитан лодки. Сейчас грузим все вещи и сразу же отправляемся на лодку заселяться. И после этого у нас будет какое-то свободное время в Иллюлиссате. Тём, какие первые впечатления от яхты? О чем думаешь? Что все влезло. Столько чемоданов. Думал, больше будет или меньше? Не, он так и представлял.
А вот площадка есть для взлета, главное? Нет. Ну что скажете? Я думала, мы пойдем на Средиземное море. Больше думал или меньше будет? Кажется, в наше путешествие поедут вместо нас чемоданы, потому что для нас места нет. Лодка «Аврора» построена в 1991 году для кругосветной регаты, а в 2017 ее реконструировали в полярную гоночную. Корпус стальной, длина 20,5 метров. Рассчитана на 4 члена экипажа и 9 гостей. Не рассчитана на такое количество чемоданов, как у нас. Assemble and decide what they need, and then I don't know, we will throw out all the Смотри. Это просто залог наших таймлапсов и хорошего контента. Что это? Рассказывай. Это сало, привезенное, сало с чесноком, привезенное из Санкт-Петербурга. А вообще это белорусское сало. Супер эксклюзив в Гренландии. Капитан лодки попросил привезти сало и черный хлеб. С точки зрения таможни – контрабанда. С другой стороны, из-за законов в отношении дронов, контрабандой мы занимаемся постоянно. Остается где-то 2-3 часа до выезда. Сейчас в финальной стадии подготовки. Берем какие-то лекарства, собираем все вещи, чемоданы, упаковываем дроны, чтобы меньше вопросов было на границе. Пуховики на всю команду, шапки. И, конечно, запас моего любимого чая на 3 недели. И самое главное – бэкап. 6 дисков по 18 терабайт, то есть 108 терабайт. Я надеюсь, нам должно хватить. Короче, есть формальное требование. Запрещено провозить вообще любые дроны через границу России. Оно действует уже с какого-то там 2006 года. Типа все проводят и все закрывают глаза на это. Но сейчас такая ситуация, что может быть вообще в любой момент все что угодно. Нам просто могут не дать их вывести. Поэтому на всякий случай прячем их вообще в самую глубь чемодана. Закрываем шапками, штанами, чтобы было не докопаться. А еще делаем такой отвлекающий маневр. Вот сюда положили бутылочку с травой. Трава, которую мы нарвали в Таджикистане на Памире. Она очень похожа на наркотики. И когда пограничник открывает чемодан, он сразу же видит: о, что это такое, офигеть. Все, давай открывать, нюхать, растирать. И про то, что он хотел найти еще что-то, он уже забывает. Выдвигаемся в путь. В общем, сейчас единственный вариант улететь куда-то в Европу — это через Финляндию, через Хельсинки. Поэтому первая часть нашего пути будет на машине. И главная интрига вечера — пустят ли нас через границу с этим количеством оборудования нереальным просто. Вот. Пожелайте нам удачи. Так, ребята, здесь надо беречь голову на входе и на выходе. Давайте сразу покажу, где ваши кабины. Значит, смотрите, вот здесь кабина 2 человека и все чемоданы, какие вы сможете уместить на соседнюю койку. Вот здесь кабина 1 человек и еще количество чемоданов, которые вы сможете сюда уместить на верхнюю койку. Последняя кабина для вас — это вот здесь вот 2 человека и ни одного чемодана, окей? В общем, все чемоданы не влезают, да что там, практически ни один не влезает, поэтому мы решили вытащить из них все вещи, загрузить на свободные койки, а чемоданы оставить снаружи. Это земля поразительных контрастов. Земля полуночного солнца и полуденной ночи, тропического неба и вечного снега, гор, склоны которых еще пропитаны теплым жаром древних вулканических огней, а вершины скрыты под шапками нагроможденного на них снега. В 877 году европейцы впервые попали в Гренландию. 84% территории острова занимают ледники. Его еще называют фабрикой айсбергов.
Наша экспедиция будет длиться 12 дней, и за это время нам нужно найти и отснять подходящие нам фактуры. Уже решим по факту. Помогите. Кто? Это типа для человека? Это или будет нет? сумки тут все. То есть Это для комната человека. будет. Это изначально был для человека? А как туда, как кропа? Туда? Вперед ногами, как говорится. Закидываешься, да? Даже вентилятор есть. Да, тут, а вот здесь как? Тут же вообще место Клаустрофобия, нет. мне кажется. Вот у меня уже немножко начинает давить стены. Мне кажется, сверху очень страшно. Ты можешь испугаться во сне и такой просыпаешься и головой по потолок попал. Здесь побольше. Несмотря на скромные размеры, в лодку вылезает 2 тонны топлива, больше тонны пресной воды, в ней находится 6 кают, камбуз и 2 гальюна. Гальюны с двух сторон. Мы никогда ничего не складываем внутрь туалета, если вы это не съели до этого. Окей? Ни туалетной бумаги, ни влажных салфеток, ни жвачек, ничего. Это очень важно. У вас здесь есть помойная ведерко маленькое, и все, что вам не нужно, вы складываете в помойное ведерко, в том числе туалетную бумагу. Окей? Чтобы получить душ, однажды вы наверняка это захотите. У вас есть вот здесь кран, в нем есть горячая вода, если подождать немножко, да? И есть шланг, который вы можете вытянуть и получить. Здесь есть кнопка, ну, можно не пользоваться. И потом обратно все это убрать. Вот так вы получаете душ. Теперь у вас вот этот поддон наполняется водой постепенно. Мы не хотим, чтобы оно вышло и съело кого-то за пространство душевой кабины, поэтому мы включаем вот эту помпу. Когда он полный, она откачивает. Не забывайте это делать. Okay? Да, буду. Да. Самый главный вопрос, что с укачиванием, насколько Вот, сильно качает. да, вопрос качает, будь здоров, зависит, конечно, от погоды. А если вы знаете, что вы склонны к укачиванию, пользуйтесь, во-первых, обязательно завтракайте, а во-вторых, пользуйтесь драминой. Мы вам сразу дадим пакетиков, вот там гальюны вы уже знаете, где. На самом деле, ну, просто в почку легли и спать. И всё, драмину съели и спать. У нас без мата, да? Пикните. У меня нет других слов, чтобы описать эту ситуацию. Простите. Шенген в Гренландии не действует, визы нужно получать через посольство Дании. Почти 2 года визы не выдавали из-за ковида, затем из-за войны всем гражданам России. Нам повезло получить визы, так как мы попали в небольшой промежуток, около 2 месяцев, между этими событиями. Для провоза дронов через границу перед поездкой мы направляли запросы в финскую и российские таможни. Обе стороны нам отказали. Пришлось заказать доставку новых Inspire нашему другу в Хельсинки и самим за ними приехать из Питера. Так, приехали в аэропорт Хельсинки. Сейчас перегружаем все вещи. Что-то решили оставить в машине. И идем на рейс регистрироваться. Итак, мы прошли паспортный контроль, сдали багаж. У нас будет пересадка в Рейкьявике около 15 часов или 18 часов. Хотим там покупаться в источниках и уже на следующий день, получается, вылетаем в Люлюлисат. Сколько у нас было в итоге багажа? Ты считала? У нас было 7 багажей и 7 ручных клавий. 7 багажей. Какой Это вообще? 250 килограмм, может быть, даже больше. Больше 250 килограммов мы везем с собой. Оборудование на 5 человек. Наслаждайся чаем в любых условиях.
давай, топи. Ой, красиво. Отражение в солнце, вообще кайф. Вау. Доволен натурой? Да, вообще кайфово. Берег Гренландии мы увидели хмурым ветреным утром 16 июля. Как и предупреждал капитан Кристиансен, течение и ветер нагнали из Центральной Арктики огромное количество плавучих льдин. Мы целый день лавировали среди них, пытаясь найти проход, уклонились к югу от намеченной точки высадки, но близко подойти к берегу не смогли. Иллюлиссат переводится как «айсберги», третий по величине город Гренландии. Здесь живет около 4500 человек. Можете попробовать какое-то кафе местное. Вот это вот местный бар. Если захотите потусить с местными, сегодня какой день недели? Tuesday, может, работает вот в этом месте. А вот здесь тоже есть какие-то шмоточки купить. Большие. А это, собственно, главная улица города, я так понимаю, да? Кончено. Вот здесь вот находится Айсфьорд. И это прикольная штука, которую всем рекомендую. Вот это красивое место. Если отсюда пройти по вот той деревянной дорожке 20 минут вперед, вы придете к, собственно, заливу. Во фьорде Иллюлиссат расположен самый продуктивный ледник северного полушария. Его толщина 150 метров, а ширина 5 километров. Ежегодно через местный залив проходит около 35 миллиардов тонн льда. Замерзшей воде даже посвящен целый музей холода. Поднялись на крышу музея. Тут крыша так спроектирована, что уходит прямо до земли. И вдоль всей крыши такие поручни. Короче, можно подняться на самую вершину, и здесь открывается просто нереальный вид на айсберги. Это просто бесподобно. Мы первый раз так близко их увидели. И вообще в шоке. Здесь, на краю земли, мы встретили единственного человека. И это, оказалось, был наш подписчик. Вы знаете таймлап? Да, я знаю таймлап. На самом деле, я сам ездил в Сибирь, снимал там озеро Байкал. На Эспайр тоже. А сейчас смотрю, кто-то летает на Эспайр. Ну, круто, че. Короче, давай взлетим и посмотрим с дрона, потому что снизу ничего не видно, все равно ничего не понятно. Куда взлетать будем? Ну вот, может, вот с этой, где бетонный квадрат. Да. Скользко. На самом видном месте. Приехали на первую точку, сейчас будем делать первый взлет. И здесь одно из самых известных мест — церковь, красные домики и вид на льды. Просто нереальный звук, как льды крошатся, падают, создают огромные волны. В общем, дико красиво. Нам отправили ранние тестовые образцы дронов с сырыми прошивками. Перед проектом их обязательно нужно было облетать и выявить возможные проблемы. Блин, он такой большой стал. Он больше стал, да? Ну, у него, смотри, размах лучей какой.
Первые испытания пришлось сделать прямо перед вылетом, в окрестностях Хельсинки. Выглядит все прикольно. Едем тестировать дрон. Тёма нашел какое-то место по спутнику, чтобы ничего не было вокруг, ни домов, ничего. Тут проехали по какой-то заросшей дороге. Я вообще думал, что в Финке таких дорог не бывает. Вот, а здесь оказалось, что эта полянка, которую он увидел, она уже заросла. Перебраться будешь, Вась? Так и надо. О, пошел. Хотела, чтобы ты вышел. Первый взлет. Вау. Ну, в общем, первые впечатления от нового Inspire максимально положительные. Очень ровно, гладко летает, очень хорошо держит высоту. Отсняли первый день, полетали по айсбергу. Тут оказалось на весь город no-fly zone, бесполетная зона из-за аэропорта. Но мы отъехали на самый край, взлетели. Все, в принципе, круто, погода немного серая, дико замерзли. Идем ужинать в ресторан. Инуиты – основные жители Гренландии, 90% всего населения. Правда, в абсолютных цифрах это не так уж и много, чуть больше 50 тысяч человек. Местная кухня – это в основном мясо тюленей, китов, овцы-быков, рыба и дикие ягоды. Попробовал мясо овцы-быков. Мы снимали их, когда были на острове Врангеля. Там они прям супер заповедные животные. А здесь, в Гренландии, из них делают мясо. Мясо такое, конечно, очень своеобразное, очень жесткое. Но, тем не менее, все равно было очень интересно попробовать. Че, насколько мы поужинали? Десятка. На 10 тысяч рублей? Но у нас было бы Пятером. И бутылок вина. Ну, по-моему, нормально. 15 тысяч. 15 тысяч рублей. Ну, это уже не так весело, конечно. У нас первая ночь на лодке. Тут оказалось ужасно душно. Еще у нас тут шумят зарядки. Поэтому решили оставить дверь открытой. Беруши и маска для глаз. Только так можно нормально выспаться будет. Так, проснулись 5:20 утра. Ужасно хочется спать, ломает. Там моросит дождь, света нету. Но все равно хотим поехать в город, попытать удачу. Ну что, погнали? Погода говно, спать хочется. О, нифига мы просели. Мы же просто шаг делали, да, ночью? Да, она опустилась на пару метров. Тут на всей Гренландии одна тюрьма всего лишь. Куда лучше повыше забраться и откуда удобнее будить местных. Да на максимум на пульте батарейку, конечно, быстро уже сейчас еще холодно. Ну, нам хватит на час, на два? Да не, ну хватит, конечно. Приехали опять на вчерашнюю точку возле церкви. Но идет дождь, настроение ужасное, короче, картинка серая. И, похоже, надо возвращаться обратно на лодку.
К моменту начала проекта на новый Inspire еще не выпустили широкоугольный объектив. Поэтому для самых широких кадров мы взяли с собой свой старый Сикарик, большой FPV-дрон с камерой Red Komodo на борту. Короче, утро, пиздец утро. Весь Илюлисат можно обойти за 40 минут. В России его назвали бы поселком городского типа. Кстати, количество ездовых собак почти равно количеству жителей – около 3500. В городе всего 3 супермаркета, но в них можно найти практически все. Что, надо показать, что мы купили. Давай. Купили 2 пакета вина немецкого, что в районе 5000, да, выше? Сколько, 4000? Купили жвачки местные попробовать. И купили крем, чтобы сохранить лицо. Потому что, когда на ветру снимаешь, все сразу же становится ужасно вообще. После вкусного обеда мы сказали прости цивилизованному миру и подняли якорь. Мы шли навстречу опасностям и приключениям, радостям и разочарованиям. Никто не знал, что готовит нам грядущий день. Ну что, у нас первый завтрак на лодке. Ребята вот такую красоту нам приготовили. Мы думали, что намного хуже будет, на самом деле. Вот вообще супер. Сейчас я еще ручку скину. А что за документы у тебя? Это отказ от претензий и принятия риска. Подписывая данные документы, подтверждая, что я принимаю все риски, связанные с своим участием в данном мероприятии, настоящим отказываюсь от всех претензий и возможных рисков. И я сама отвечаю за свое здоровье. Жилет всегда одеваем только сверху одежды. Никогда мы не одеваем, ой, мы замерзли, а сейчас я сверху курточку на него одену, да? Потому что потом он вас будет душить под этой курткой и не надуется до правильного размера, да? Команда «Авроры» — это 5 человек, но постоянно на лодке работает только капитан Саша. Остальные могут меняться от рейса к рейсу. Английский и любовь к морю — это то, что объединяет международную команду. Расскажи вообще историю команды, прям вот по... Прям вот так? Прислали... Окей, Демиана мне прислали несколько дней назад, чтобы проверить, насколько он осознанный персонаж, что он ходил на другой лодке в Антарктиду и видел Аврору там же. И что-то, видимо, они познакомились, и он очень давно к нам порывался, и вот, наконец, его прислали. Ну, он полон энтузиазма, он немножко стесняется, что он там не понимает моего языка, ну, типа, я не знаю, испанского, а у всех английский разный. Диму тоже нам прислали, Дима хорошим оказался нам. Нужен еще один механик на смену. Он прижился, но он тоже давно хотел в море, и что-то там у него тоже интересные истории в жизни. Наконец он попал в море с кучей мечт. Вот это все истории. А кто приехал? А Дима из Эстонии приехал. И Демиан приехал из Испании, но он аргентинец, он работал в Испании. А Херонима, он аргентинец, и мы его взяли прямо из Ушиваи. И он вот с нами дорогу из Ушиваи сюда. Здесь, и сейчас, ну да, Азор, нет, потом нам тоже надо отдохнуть, потому что я хочу его в Антарктиду взять,
до Антарктиды все. При таких частых сменах важно, чтобы каждый четко знал свои обязанности и как используется каждый свободный сантиметр лодки. Для нас экскурсию проводит еще один член экипажа – Кета. Да, здесь только овощи, потому что это самая прохладная часть лодки. А здесь только вода, да? Да, эта дверь, она очень полезная. Ну, как полезная? Я имею в виду, что это просто любопытный факт, потому что если что-то случится с носом лодки, и вода будет поступать внутрь, то эта дверь не даст воде проникнуть. Так что это хорошая идея, что она тут есть. Вы хотели показать нам еще морозилку? Это морозилка, которая находится по факту внутри нашей каюты. Это наша каюта, а здесь морозилка. А когда вы покупаете продукты, примерно на сколько дней? Ну, у меня тут для вас на 1 неделю, чувак. Типа для 10 человек, что-то типа того. Ага. Так, внутри у нас тут соусы, потому что все их очень любят, и они делают еду супервкусной. Мы держим тут сливки, йогурт на завтрак, молоко и всякое такое. Ну и у нас тут также еда, которая осталась со вчерашнего дня. Мы утилизируем все это каждый день. Еще у нас тут есть, как вы это называете, руккола. Ну и лучшая часть — салями, сыр. Для приготовления еды в морских условиях нужны особые навыки. На лодке есть специальные раскачивающиеся плиты и держатели для кастрюль. Так, вам лодка где нужна? С какой стороны? Есть понимание картины в целом? Какие можно войти? Мы вот в те входим. Вот мы вот так лед сейчас пройдем вот туда и поедем внутрь. И поддерживают, чтобы антенны... Хочешь, поднимите дрон, могу показать, куда мы пойдем. Сразу вперед. Да, понятно. Во-первых, я вижу, что надпись таймлэп там будет просто бомба смотреться. Во-вторых, я вижу, что тебе нужно почистить линзу, потому что будет брак потом на видео. Ну и у нас достаточно отважная команда. Как бы... На время путешествия мы договорились с владельцем яхты о ее переименовании. Все 12 дней она будет носить имя Таймлап. Здесь будет верхний правый угол. Ладно? Я бы чуть ближе к носу сделала. Вот от этой серебристой штуки. Давай. Нет, это название нашей компании. А, это таймлап. И что, капитан разрешил вам, Саша разрешил вам поставить, вау. А вы бы не разрешили? Не, я думаю, это не очень хорошая идея. Удача может отвернуться от вас, если менять название слишком часто. Вам нужно спросить разрешение у Нептуна. Нептун? Да. Если вы хотите поменять название, вам нужно спросить у Нептуна. Стоп. Ровно вроде. Я думал, мотул. Не, это просто бесконтроль.
Я не люблю, когда все не под контролем. Как корабль зовешь, так он и поплывет. И что значит, что если назовешь корабль таймлап? Обязательно случится какая-то жопа. Давай быстрее. You will survive. Don't worry. I think I'm afraid of blood. No. Ну что, полетели? Я никто говорить не буду. А все. Да твои подгонялки. Так а при чем здесь подгонялки? Ну как, ну Сейчас вот я не подгонял. первый звоночек, ничего, когда комп подглючит. Есть, нет, есть, нет. Ну а что делать? Готов? Да, это готов. Постоянно приходится преодолевать массу препятствий в виде скал, льда, воды, валунов, которые зачастую создают непроходимые места. Иногда преодолеваем ледяные потоки, буквально стекающие от ледникового щита в море длинными языками. От концов таких ледников откалываются айсберги, зачастую гигантской величины. Вторая половина осени. Мы попали в Гренландию в то самое время, когда вероятность встретить северное сияние в этих широтах наиболее высока. На латыни это явление называется «Aurora Borealis», и оно одно из самых мистических для местных инуитов. Они считают, что это души умерших детей и мертворожденных младенцев. Таким образом общаются с ними. Утро второго дня началось так. Проснулись где-то в 100 метрах от какой-то глухой деревушки. Где-то там вдалеке видны огромные-огромные айсберги. Сейчас позавтракаем и на лодках пойдем в деревню смотреть, что там вообще есть. Морепродукты – это 90% экспорта Гренландии. В этой отрасли работает каждый 8-й житель страны. Пару лет назад 14% улова Гренландии уходило в Россию. Ну, рыбы, я так понимаю, тут хватает. Прям. Рыбы много, да, но вот необъяснимо. Мы раз были и поймали всего 3. А один раз я там штук 7 надергал там, за час. Это вопрос клёва. Ну да, вот зашла она, Что не значит? зашла тут, как ветер, ведь все это вот. Вот такая вот рыбалка здесь. Ее вялят. Она вкусная, очень вяленая. Дима, good job. Good job, Дима. Илиманак – самое маленькое поселение в заливе Диска. В переводе с гренландского означает «место ожидания». Оно основано 280 лет назад. Не торопимся. Надо сказать, здесь есть собаки и ресторан. О, они вонючие очень. Нас высадили в какую-то глухую деревушку. Здесь нет ни дорог, ничего. Буквально, наверное, человек 50 живет. Можно добраться только на лодке. Сейчас идем смотреть, что здесь есть интересного. Местные инуиты называют себя калаалиты. Говорят на гренландском и датском языках. Кстати, около 2000 жителей российской Чукотки тоже относят себя к инуитам.
Посмотрим? Пойдем посмотрим, может быть? Russia. Russia. Россия. Russia. Do you know? No. No? Russian. Россия. Okay. Russia. Yeah. Big. Yeah. В общем, все это очень напоминает Карелию или какую-нибудь Псковскую область поздней осенью. И единственная дорога, которая есть, она ведет на кладбище. Тёма, ты хотел бы тут быть захоронен? А что захоронен? Я бы тут пожил. Все дико-дико влажное, пропитанное водой. Наступаешь просто из всего, из мха, из всего выступает вода. И в воздухе вот эта взвесь, короче, влажность 100% есть. Ну что интересно? Совсем необходимым. Есть продукты, одежда, газовые баллоны. В общем, мега глухая дыра. При этом в магазине есть все. От свежих маффинов, кексов до итальянской лазаньи, алкоголя и всего прочего. Этим, конечно, отличается от русской души. Саша, мы готовы ехать обратно на яхту. Но она мне отвечает, поэтому, похоже, придется вплавь. Ясно. Не раз нам приходилось огибать большие льдины. Мы убирали парусы и двигались на веслах. Время от времени мы приставали к айсбергу, и кто-нибудь взбирался на него, чтобы осмотреть окрестности. Но выяснялось одно и то же. Льды и льды, насколько хватало глаз. Подошли к карте вот к этой. Сейчас хотим в нее влетать. Сейчас сделали тестовый вылет без камеры. И сейчас поставили Red. Будем пробовать уже делать чистовую версию карты на Red. Ежегодно в Гренландии рождается до 30 тысяч айсбергов. Вес крупнейших достигает 17 тысяч тонн. Айсберг, потопивший «Титаник», тоже оторвался от этих берегов. Да давай лучше проверим. По горизонту сейчас скажу. Вот я сейчас наклонил ровно на горизонте. Вот сейчас прицел ровно в арку. Разворот был красивый. И долетать до черной херни Да. и начинать... Да. Так, запись пошла, подожди. Всего за несколько дней до этого у нас были большие сомнения, все ли сложится, полетят ли дроны, будет ли благоприятная погода и вообще, сможем ли мы найти так необходимую нам фактуру. Какие ожидания от Гренландии? Я представляю ее очень большой и очень ледяной. Представляю только айсберги. А мне сегодня приснился сон, что мы прилетаем, а там просто поле и ни одного айсберга нету. Так и будет. Коротко, в 2 словах, я очень сильно переживаю, что айсбергов там не будет. Совсем. Мало того, я очень переживаю, что на яхте не будет алых парусов. А тебя спрашивают?
и нас будет очень сильно укачивать. Погрузили самолет, он реально очень-очень маленький. Наш багаж вообще не влез в эти багажные полки, поэтому запихали все как по сиденье. Так это примерно выглядит. Поскольку мы в аварийном ряду, попросили еще и из ног убрать вещи. Сейчас увидели на горизонте огромный айсберг, и прямо на него выставили курс. На камерах он виден, он уже виден глазами, он и так большой, но до него идти от нашей точки целый час. Вот эта стрелочка — это наш курс на айсберг. Вода. И это наш курс. Южный берег диска круто поднимается над морем. Утесы встают перед вами чуть ли не из самой воды. Их верхняя половина, черный, нависший обрыв, поражает своим величием и безотрадностью. Нижняя часть более-менее покрыта растительностью. Плавучие ледяные горы так многочисленны, что даже с небольшой высоты можно насчитать их за раз более сотни. У нас третий день, время 5:30 утра, проснулись, будет очень красивый рассвет, поэтому готовим дрон, хотим сейчас взлететь тестово, посмотреть, что сверху, потому что мы вообще непонятно где. На острове Диска хорошо видно, что стало со льдами Гренландии. Сегодня с высоты можно рассмотреть не сотню, а всего несколько ледяных гор. 140 лет назад ситуация была совершенно иной. Мы оказались на острове Диско, в деревушке Кекерсарслак. Вышли с пирса, поднялись наверх на холм, и здесь нереальный вид на гигантские айсберги, которые там 20-30 раз больше, чем каждый из этих домов. Сейчас видите, дорожка направо уходит. Ага. Можно туда зайти. Давай. Подготовка к съемкам всегда начинается задолго до самого путешествия.
В первую очередь я подбираю референсы, которые ассоциируются с этим местом. Например, для Гренландии это разноцветные дома на фоне огромных айсбергов. Именно на острове Диска эта картинка сложилась идеально. Последние дни было правильное течение, и около берега село на мель большое количество айсбергов. Кстати, еще одна отличительная черта Гренландии – длительное режимное время. Это дает максимум свободы и удовольствия. Во время одного рассвета или заката есть время для творческого поиска, и можно успеть отснять много ракурсов и крупностей. Отснялись, вышли на пляж, там какое-то нереальное количество айсбергов, они все просто невероятных размеров, 10-этажный дом, наверное, и льдинки, которые откалываются, приплывают прямо сюда, на пляж. Мы приятно провели время в пути за познавательными разговорами и уничтожением наших запасов скотча и пива. Из бесед с двумя опытными полярными капитанами я сделал для себя следующий вывод. В Арктике лучше путешествовать на собственном судне, причем построенном по особому проекту. Такому кораблю не нужна быстроходность и большие мореходные качества. В плавучих, тем более в паковых льдах, они не нужны. Зато ему нужен вместительный трюм, теплые помещения для немногочисленной команды и, главное, особая форма днища, например, круглая. Проснулись сегодня в деревне Ай-Сад. Тут уже совсем нет льда, но она славится тем, что здесь всегда очень много китов. Сейчас мы пока на причале, хотим поснимать на рассвете домики и ближе к обеду выйдем в открытое море, будем искать китов. Ай-Сад – город с населением 3000 человек. Название переводится как «пауки». Возможно, это дань эскимосской мифологии, в которой пауки, по поверью, приносят удачу. Второе, неофициальное имя – город китов, из-за частого их появления у берегов фьорда. И, конечно, для нас это возможность снять несколько хороших кадров. Увидеть китов нам так и не удалось. Только потом мы узнали, что киты приходят сюда между маем и сентябрем. Из Ай-Сада до Сисимиута больше 200 километров по воде. Здесь к двигателю подключают и силу ветра, чтобы меньше потратить топливо. Алые паруса выгодно смотрятся на фоне льдов, но они декоративные, поэтому для длительных переходов их снимают и заменяют на обычные белые. Мы будем менять декоративные красивые красные паруса на настоящие крепкие, так сказать, боевые паруса, чтобы мы ходили в суровую погоду. Быстро, красиво и весело.
И это парус, он не спортивный, его разорвет. Красный парус декоративный. Ну да. Он при малом ветре. Ну, сейчас ветер вы ведь видели какой. Его разорвет. Ну посмотри, как этот прошит. Он весь прошит, и на том парусе такого нет. Прошит? Да. И он двухслойный, тут усилители, вставлены веревки специальные. Это так декорация, ну как бы для радости, для красоты раз. Во-вторых, красный парус боевой нельзя сделать, он станет вот таким за сезон. Он высветит. Просто боевые паруса, они не красят. Да, и фучи, они быстро. Здесь ведь выбран материал специально, чтобы он не выцветал. Я забыл спросить, матрас удобный? А по ширине кровать хватает? Это еще сантиметров 80. Нравится на корабле плавать? В целом прикольно. Просто очень долго. Чеку объем? Там есть 2 кусочка тортика еще осталось. Каждый корабль мы всегда с собой берем специальный киносвет. Вот так выглядит. Мы налепили его на хомутики. Здесь регулировка. Потому что, как правило, всегда очень сильно не хватает света, всегда темно. А он создает эффект такой, эффект окна в потолке солнечного света. Становится гораздо уютнее. Ну что, показывай, что тут у тебя? У меня аж 2 койки. Настюха уехала, она спала на нижней. Вот, я на верхней. Перебрался вниз, здесь очень шумно. Идет прям такое лютое эхо от мотора. Что скажешь по поводу матраса, ширины кровати, подушки? Мне нравится, на самом деле. Я бы дома такой хотел. У меня дома мягкий, мне здесь лучше, конечно. И спине, и всему. Просто жесткая такая койка. Вот об этих штуках мы узнали только в середине маршрута. Уже после того, как Настюха упала с кровати. О, давай я тебе покажу. По звуку будет понятно, наверное, как внизу и как вверху. То есть так внизу и так вверху. Здесь лежит все барахло, оптикой, ну, которой я в основном не пользуюсь. А вот это что такое? Я очень переживаю, что в какой-то момент лодка может лечь на бок. Ну, просто типа на бок полностью. И я поставил вот здесь вот эти штучки, чтобы туда можно было ночью подкладывать пенку. То есть я просто ставлю сюда пенку, чтобы быть уверенным, что даже если мы встанем на бок, часть оборудования останется внутри и не вывалится, потому что это очень критично. Мы все очень переживали из-за морской болезни, но на самом деле самое некомфортное здесь это шум, всеобъемлющий, мощный, ужасный шум двигателя, который проникает не только через уши, но и через кости. Я ставлю вот такие беруши на 36 дБ, и они убирают, наверное, только 10% этого звука.
Вчера в Виллерсуите праздновалось 2 дня рождения. По этому поводу состоялись кофемики, угощение кофе. Кофе нам подавали по очереди, так как чашек было только 3. Их наливали до краев. Сахар брали и клали в рот по куску. Кофе из чашки наливали в блюдце и потягивали сквозь сахар. Отплываем в Нурку, к столице Гренландии, и она встречает нас очень сильным запахом рыбы. Ну а что, да, теперь уже день, что? Зашли в Нук, в порт, и сейчас ищем место, где пришвартоваться. Мест там особо нет, придется опять стать параллельно с какой-то другой лодкой. Сейчас выбираем с какой. Нук – столица Гренландии. Довольно большой город, в котором живет 18 тысяч человек. Теплое течение не дает замерзнуть морю даже зимой. В Нуке есть единственный в Гренландии университет и педагогический колледж. После 2 дней качки, вышли на берег, и нас по-прежнему качает. И чувствуем себя более дискомфортно, чем уже на катере. Кажется, начинает укачивать уже просто на земле. Нашли местный бар в Нуке, единственный, который сейчас работает. Ну, решили зайти, потому что сегодня у Вовы день рождения. Что выпьем по шотику всех именинника. Из-за частых переездов мы с командой привыкли отмечать дни рождения в неожиданных местах и странах. Возможно, Вова хотел бы это сделать чуть раньше, в Исландии. Именно там он нашел свое место силы. Прилетели в Рейкьявик, тут довольно прохладно, сейчас буду одеваться. А сейчас идем брать машину в аренду и едем купаться. Still have to do it, and then you will be good to go. Блин, клевая тачка. Ну, мы поедем на этой. Взяли тачку и едем купаться. Порядка часа 20 где-то нам ехать. Думали, что будем смотреть красоты, но здесь просто унылый пейзаж, поле и все серое, вообще ничего не видно. Посмотрели купальни, чтобы были поближе к дороге, что у нас времени не очень много. В итоге поднимаемся уже сколько, 1,5, наверное. Раздевайтесь. Прошли 5 километров, но кажется, оно того стоило. Здесь купальни прямо в реке, и река должна быть горячей, мы еще не пробовали, но выглядит это очень круто.
Она горячая очень. Вот она, Исландия. Мне кажется, только ради этого стоило лететь в Гренландию. Ради этой пересадки. О, ушам горячо. Что, может, поедем? Да, пойдем. Перегрелись немножко. Ну что, как она? Отлично, Лудок. Лучше вообще. А где Настя? Друг попросил ожидания Гренландии. Ожидания такие, что мы сейчас приедем, там будет абсолютно мерзкая облачная погода, вообще не будет никаких видов. Я готовлю себя к самому худшему. Еще более того, готовлю к тому, что в целом придется пожалеть о том, что мы уезжаем из Исландии, потому что в Исландии сейчас очень здорово. Te pones loquita, mamita. Qué lindo que te queda ese look bronceado, ese shortcito corrido de más. Si tú me bailas así, yo me muero de amor. Te loquita de noche, me gusta salir con amigas. De noche, te gusta salir con amigas. Un mini vasitos arriba, te pones loquita, mamita. Feliz, que lo cumpla. Feliz, que lo cumpla. Que lo cumpla. Que lo cumpla. Feliz. Gracias, amigo! Historia nueva. I'm freezing.
6 утра, проснулись где-то во фьордах за Нуком. Всю ночь кто-то дежурил, отбивались от айсбергов. Поэтому не снимаем, все затянуто. Но зато есть рыбалка. Второй день пробираемся к леднику по фьордам, но, судя по всему, не судьба нам дойти, потому что лед вот этот мелкий становится все плотнее и плотнее, и сейчас скорость все ниже и ниже, и просто уже невозможно все становится идти, пробиваем дно этим льдом, и очень-очень опасно становится. Поэтому сейчас нужно принимать решение, разворачиваться. Хоть ледник уже виден, но он где-то в 10 милях, и до него не долететь на дроне даже. Домиан, а расскажешь еще раз про мате? Так, мы пьем мате. Это очень популярный в Аргентине напиток. Он как чай, но немного более горький, потому что без сахара. Мы любим пить мате, типа с друзьями, понял? Мы все пьем мате весь день. А эффект? Ты чувствуешь какой-нибудь эффект? Кто-то говорит, что он как энергетик, типа как кофе, но я ничего такого не чувствую. Тут только горячая вода с листьями. Мы любим мате. А сколько раз в день ты пьешь мате? Я выпиваю где-то 3 литра в день. Да, я обожаю мате. Перед едой, после обеда, может, типа перед сном. А ты вообще пьешь что-нибудь еще? Или только мате? Не, я предпочитаю мате. Это менее вредно, потому что кофе — это хорошо, но слишком сильный, что ли. Pero no tienes COVID. No, así que sí, ahora estamos en vivo. Ah, la cámara, claro. Опа, смотри. Смотри-ка. Обалдеть. Это настоящая испанская пицца. В общем, нам не везет с Нуком и с ледником. Сейчас посмотрели погоду, и там все вообще в красно-бордовой черной зоне. И, короче, нет возможности вообще туда пройти.
Поэтому мы остановились опять где-то на полпути, хотя еще только 6 вечера. Возможно, нам предстоит провести тут минимум 2 дня, судя по прогнозу. Место вообще унылое какое-то, идет дождь. Нету ни льдин, ни айсбергов, ни снежных вершин. Просто какая-то болотина. Вот здесь вот нук. Видишь, вот тут вот нук, вот где вот под крестиком нук. Видишь, что написано? 50 кнотсов, узлов. Никто не хочет пойти в 50 нотсов или узлов. А мы вот тут вот. И мы ждали, а теперь оно стало лучше. И теперь мы поедем, и смотри, оно здесь будет уменьшаться, мы будем ехать, приближаться, уменьшаться. И вечером приедем в нормальные 30 узлов, пришвартуемся, как люди. Я, кстати, как-то сделал так со вторым инспиком. Я его один поймал 2 руками по ножкам, а глушить его некому. Я так и стоял, пока газ не прибежал. Да, ну его сильно кидало, я его начал одной рукой хватать. Я чувствую, он уже руку выламывает. И я его схватил так, а не подумал, что потом делать. И так и стоял. Он работает, ломает. Я думаю, ну ладно, пока батарейка там сядет. Возвращаемся в Нук. Там сейчас бордовый уровень опасности, шторм. 100 км в час ветер. И здесь только отголоски, но уже начинает жестко штормить, поэтому мы закинулись таблетками, а по дороге проплыли на крутой водопад. Число не знаю, месяц не помню. Что там пасторы болтают про гиенну огненную? Всех грешников надо посылать в Гренландию и только сюда. Вот где ад кромешный. Я уже почти ничего не вижу. У меня кровавые мозоли на ногах. Пальцы, щеки, нос поморожены. Мы ждем сейчас, потому что другое судно собирается зайти. Ветер 23 узла. Один минус, там, похоже, электричества нет, да? Много ли, мало ли сделано нами, не знаю. Но хочется думать, что наши труды, наши лишения, которые мы претерпели, хоть что-нибудь прибавили к познанию окружающего нас огромного мира. Ты счастлив, что Mission Complete? Нет. Сколько бы еще осталось? Что вот обстоятельства. Если мы бы пошли в Антарктику, да? Если бы потом мы смогли пойти еще куда-то. Конца не предвижу. Последний раз сошли с яхты, уже дико скучаем. Это было вообще незабываемо. Сейчас со всеми тепло распрощались. Надеюсь, что повторим. Это было очень круто. Так прекрасно! Это было супер путешествие. Спасибо, приходите еще. Антарктида ждет вас. И вообще все остальные Для дикие вас это острова. только начало пути, да? Да. Все, давайте, чао, адьос. Володенька, до свидания. Александра. Володенька, ты как всегда Очень просишь. приятно. Все, Оставайся приходите таким. еще.
Если Спасибо. что, в 3 часа мы уходим. Нам сюда. Поехали на Азоры. Нам сюда. Подожди, а до Сарсака сколько ехать?